Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной Испании. Но на самом деле в этом году Испания вовсе и не солнечная, а очень даже пасмурная и дождливая. В этом году выдалась, прямо-таки скажем, лютая, по местным меркам, холодная зима. Но в этом ролике речь пойдет не об этом. Сегодня я расскажу вам о некоторых, на мой взгляд, наиболее интересных событиях, произошедших в Финляндии. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Президент Финляндии Александр Стуб выступил с новогодним обращением к гражданам. В начале речи он дважды повторил, что в Финляндии все в порядке, нет причин для беспокойства. Uuden vuoden puheessani totesin, että meillä suomalaisilla ei ole hätää, että pärjäämme, että teemme tulevaisuudesta hyvän. Vuoden aikana kohtaamiset vahvistivat uskoani, että meillä ei ole hätää ja että tänä vuonna me suomalaiset pärjäämme vielä paremmin. По мнению профессора политической истории университета Хельсинки Юхана Аунеслуомы, это значит, что ситуация серьезная. Стуб сказал много чего интересного и про финансы Финляндии, и про отношения с США, и про изменение климата, но я предлагаю послушать только моменты, касающиеся Украины и России. Venäjä on käynyt hyökkäyssotaansa Ukrainassa kohta 4 vuotta. Sen toiminta on laitonta ja moraalitonta. Sodan seurauksena yli 1 miljoona ihmistä on kuollut tai loukkaantunut. Viimeisen vuoden aikana olemme tehneet väsymättä töitä rauhan saavuttamiseksi yhdessä Ukrainan ja liittolaistemme kanssa. Olemme lähempänä rauhaa kuin kertaakaan sodan aikana, mutta samalla emme voi olla varmoja siitä, onko Venäjä valmis rauhaan. Rauha on useimmiten kompromissi. Meidän on valmistauduttava siihen, että kaikki rauhansopimuksen osat eivät todennäköisesti tule vastaamaan oikeudentajuamme. Teemme kuitenkin kaikkemme sen eteen, että Ukrainan itsenäisyys, suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus säilyvät. Ukraina on osa vapaata ja demokraattista Eurooppaa nyt ja tulevaisuudessa. Jatkamme Ukrainan tukemista, emme väsy, haemme ratkaisua, pidämme liittolaistemme kanssa huolta siitä, että Venäjä ei koskaan enää hyökkää naapurinsa kimppuun. Venäjän suhteemme on pysyvästi muuttunut. Pysyvää on myös se, että Venäjä on naapurimme. Tavoitteenamme Suomessa ja Euroopassa on toimiva ja rauhanomainen suhde Venäjän kanssa. Viime kädessä kaikki riippuu Venäjän toiminnasta. Финляндия закупает вооружение в Израиле. Я рассказывала о закупке пращи Давида в 2023 году. Напомню, праща Давида предназначена для перехвата ракет на расстоянии до 3000 километров и на высоте до 1000 километров, а также для заатмосферного перехвата баллистических целей. Для покупки системы Финляндии потребовалось разрешение США. Общая стоимость покупки составляет 316 миллионов евро. Против этой закупки тоже были возражения, но сделка состоялась. И вот недавно стало известно, что после начала войны в Газе, без лишней огласки, Финляндия приняла решение о закупках в Израиле вооружений еще на 67 миллионов евро. Еще 17 миллионов выделены на полностью засекреченные покупки. Большой шум подняли всякие левые активисты, какие-то правозащитные организации и общественные движения. Они резко критикуют закупки оружия у Израиля, настаивая, что Финляндия не должна сотрудничать в военной сфере со страной, ведущей боевые действия в Газе. На митингах и в публикациях финских СМИ звучат 3 основные требования. Прекратить закупки израильского вооружения, увеличить гуманитарную помощь Газе и официально признать Палестину как государство. По мнению активистов, Финляндия демонстрирует лицемерие. С одной стороны говорит о правах человека, а с другой заключает оружейные контракты с Израилем. Они утверждают, что деньги налогоплательщиков должны идти не на вооружение, а на спасение мирных жителей. Однако здесь возникает принципиальный вопрос, о котором в лозунгах говорят значительно реже, а куда в действительности попадает гуманитарная помощь.
Ответ на него наглядно дает свежий пример из Италии. Итальянские власти задержали 9 человек, которые под прикрытием гуманитарной помощи палестинцам переводили миллионы евро террористической организации «Хамас». По данным полиции, более 70% собранных средств, около 7 миллионов евро, ушли напрямую «Хамас» или связанным с ними структурам. Деньги собирались именно под лозунгами помощи мирному населению Газы. В очередной раз мы видим, как гуманитарная риторика оказывается подельником террористической организации. Пока Хамас контролирует Газу, логистику и распределение ресурсов, риск перехвата помощи остается крайне высоким, даже если речь идет не о частных фондах, а о международных программах. Пример Италии – это напоминание для всей Европы, включая Финляндию. Благими намерениями кормятся террористы. Министр обороны Финляндии Анtti Häkkänen ответил на негодующие критики пропалестинских активистов. Ситуация в Газе не изменит политику закупки вооружений у Израиля. По словам министра, крупные закупки оружия в Израиле крайне важны для Финляндии. Они высокого качества и хорошо подходят для нужд финских вооруженных сил. Наибольшее внимание критиков привлекла проща Давида. Министр обороны Häkkänen подчеркнул, что проща Давида критически важна для финской ПВО, так как заменяет устаревшие системы противовоздушной обороны. Об отмене сделки не ведется никаких обсуждений. Все идет по плану. Шериф шутить не любит. Ставь лайк. Изменился закон о базовом социальном пособии Toimeen tulotuki. Поэтому с 1 февраля 2026 года жилищное пособие финский соцздрав Кела будет платить напрямую арендодателю, если Кела внесла арендный залог vuokravakūs за текущее жилье. Если залог Кела не оплачивала, то порядок выплат не меняется. Жилищное пособие тоже остается без изменений. Цель нововведения – чтобы аренда оплачивалась регулярно, не накапливались долги и снижался риск бездомности. Плюс быстрее решения и меньше споров между арендаторами, арендодателями и Кела. Я считаю изменение логичным и не понимаю, почему оно не было сделано раньше. Раз уж государство берется оплачивать аренду и арендный залог, то нужно позаботиться, чтобы деньги действительно шли на жилье, а не на другие, но наверняка не менее важные, по мнению клиента, цели. Такой порядок расчета на пользу всем. Арендодатель получает деньги вовремя и меньше опасается сдавать жилье социальщикам. Арендатору меньше риск накопления долгов и внезапной потери жилья. Конечно, правозащитники сразу припомнили тотальный контроль. Но выход есть. Не нравится контроль? Слезай с общественной шеи и живи на свои. На практике это решение может означать меньше конфликтов, меньше долгов и меньше людей, которые в итоге оказываются без крыши над головой. Если Кела покрывает не полную сумму аренды, то сумма, подлежащая оплате арендаторам, указывается в решении о предоставлении базового пособия получаемым клиентам Кела. В 2024 году Кела предоставила базовое социальное пособие, будем говорить прямо, пособие по бедности, почти 250 тысячам домохозяйств. Общая сумма выплаченных пособий составила 825 миллионов евро, из которых 43%, то есть 357 миллионов евро, пришлось на жилищные расходы. Арендные гарантии в 2024 году Кела предоставила в общей сложности 28 826 клиентам. И не обойдем вниманием нашу любимую рубрику «Понаехавшие». Финляндия обычно неохотно дает убежище россиянам, но есть положительные примеры. Один из них – Андрей получил убежище в Финляндии. Андрей – имя вымышленное, так как он опасается мести со стороны России, даже будучи в Европе. Он служил в российской армии с 2019 года. В 2022 году его подразделение отправили в Крым, к границе рядом с Херсоном. После начала вторжения России он увидел насилие, грабежи и разворовывание гуманитарной помощи и понял – Россия – оккупант, а не миротворец. В сентябре 2022 года Андрей получил ранение на передовой. Осколки попали в руку и ногу. Госпиталь отказался делать операцию. Армия требовала возвращения на фронт.
Еще до вторжения Андрей пытался неоднократно уволиться из армии, писал рапорты на увольнение, но начальство их просто игнорировало. В госпитале он решил, что на фронт он не вернется. После госпиталя ему дали больничный на 20 дней и компенсацию за ранение около 38 тысяч евро. Он взял компенсацию наличными, отрастил бороду, надел очки и пустился в бега. Андрей находится в розыске в России с 2023 года. В статусе нелегала жить тяжело. На работу не устроишься, к врачу не попадешь и постоянно бойся полиции. В 2024 году Андрей решился на побег. Он на лыжах пересек границу Финляндии через замерзшее озеро и попросил убежище. Его путь на лыжах составил около 40 километров и занял 19 часов. Обмороженным ногам грозила ампутация, но, к счастью, ноги удалось спасти. Тщательно рассмотрев заявление, Андрея интервьюировали 5 раз. Финляндия предоставила ему убежище. Теперь из Армении к Андрею по воссоединению семьи приехала жена. Они не виделись около 2 лет. Так что его история показывает, что каждый случай рассматривается индивидуально, и в Финляндии тоже есть шанс на убежище. Но не каждый готов рискнуть ногами или даже жизнью, чтобы попросить убежище в Финляндии. Поэтому второй пример более оптимистичный. Некий Сергей Бондарев, 46 лет, сценарист и деятель культуры, бежал из России в Финляндию в октябре 2022 года. Получил в октябре 2024 года вид на жительство по международной защите. Основание в его интервью газете «Илта-Санумат» ничего об этом не говорится. I left Russia because it seemed impossible to live in the country that actually invaded Ukraine and was doing the things that it was doing and still is doing in Ukraine and to its own Russian citizens. And it seemed absolutely impossible to work, to breathe, to raise children. I have 2 kids, teenage daughters. Did you have any problems with Russian authorities? I was actually thinking that I'm gonna have because I got enough of everything. Но чат GPT ответил незамысловато. Сергей Бондарев, человек, получивший убежище в Финляндии, известен только благодаря своему заявлению о влиянии российской пропаганды и своему личному делу о предоставлении статуса беженца. Все. В общем, ему дали статус беженца, и сейчас он ждет решения о воссоединении семьи. Но пока жена далеко, Сергей Бондарев обзавелся знакомствами в Финляндии и рассказал о своей какой-то знакомой русской женщине, которая живет в Финляндии более 30 лет. И она убеждена, что финны ненавидят Россию и русских. Она постоянно смотрит российское телевидение. И вообще Сергей обнаружил в интернете, что многие живущие в Финляндии русские подвержены российской пропаганде. Поэтому Бондарев придумал просветительский проект. Он будет местным русским показывать финское кино с русскими субтитрами. 3 часа снег смотрим. Ты там уснул, что ли? Я ничего не могу поделать, пленка Вот такая. тебе пленка. Лови художник. Эй, ну-ка прекратили. Лучше бы клюквенное варенье показывал. Веселее Давай было нормальное бы. кино ставь, пока мы не ушли. Он уже надел белое пальто и запросил гранты. Дайте, говорит, денег, я тут не какой-то там беженец, я культурный грантоед. Буду использовать мягкую силу культуры, крутить кино, чтобы этих сиволапых просветить и окультурить. Так что, друзья, покупаем билетики, запасаемся попкорном. Еще интересное замечание. Бондарев говорит, что за 3 недели в 2022 году в Израиле он испытал больше русофобии, чем за 3 года в Финляндии. У меня закралось подозрение, что до Финляндии господин Бондарев посетил Израиль с той же целью, но евреи его сценарий не одобрили. Но в любом случае, поприветствуем вновь прибывшего. Похоже, в Финляндии объявился свой Пентасевич. Кто такой? Ну и завершим этот выпуск супер новостью из Испании. К нам приехал сам Ицхак Пентасевич. Как? Не знаете такого? Ну, я тоже не знаю. Давайте знакомиться. Многогранный талант из Израиля, уроженец Харькова, очередной бизнес-коуч, трансформатор личности, выпускник университета ИПТА, член ассоциации ЙОПТА,
академик Солнца, страж Меркурия и прочее, прочее. Теперь он приехал в Испанию и предлагает желающим создать счастливую и гармоничную жизнь за 3 дня и 1800 евро. Осталось всего 18 мест. Нужно торопиться. Хватай чемодан, вокзал, поехал! А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!